Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я покажу вам, как я отрисовала вот этот дизайн, а именно малыша Йода. В этом видео я покажу именно покрытие, а наращивание, маникюр и снятие я показывала в первой части видео. Это уже вторая часть видео. Кто хочет посмотреть и не смотрел первую часть видео, обязательно переходите, посмотрите сначала это видео, оно будет внизу под описанием, ссылочка на это видео. Кстати, у меня есть курс, я продаю курс по рисованию персонажей 101 Далматинец. Стоимость курса всего 399 рублей. Так что переходите в описание по ссылочке и смотрите все подробности об этом курсе. И покупайте. Там я показываю, как строить схемы, как рисовать тонкие линии, что такое свет и тень, и вы научитесь рисовать таких милых персонажей. А сейчас пока что я уже покрыла цветом ноготочки. Взяла я такой неоновый желтый цвет, даже можно сказать лаймовый какой-то такой оттенок. Это Клио. Номерок я показывала в начале видео. Можете посмотреть, запомнить. Единственное, скажу, что этот цвет, желтые цвета, они все такие, нужно наносить тоненько. Иначе этот цвет может не просохнуть, потому что вот такой вот противный цвет. Такие бывают. И чаще всего это желтые оттенки. Так что сушите хорошо и наносите тонким слоем. Два ноготка я сделала темного оттенка, для того, чтобы нарисовать там мини-йоду. Итак, мы покрыли. И я еще покрыла матовым цветом, то есть топом. Матовым топом вот эти вот неоновые ногти. И сейчас я буду делать аэрографом градиент из зеленого в этот желтый цвет. Делается это очень легко и просто. Обзор на аэрограф у меня тоже есть, я могу оставить вам ссылочку под видео. Взяла я красивый оттенок зеленого, неонового цвета и сделала вот такой плавный градиент на 3 ноготках. На большом пальчике я потом сделаю надпись, а на 2 других я сделаю просто топ с такими вкраплениями. Для того, чтобы закрепить аэрографию, я прохожусь по торцу ноготочка пилочкой и праймером сверху. Прохожусь. Далее я беру базу, наношу ее тонким слоем. Чисто для того, чтобы закрепить этот градиент. Только так он держится. Если этого всего не сделать, то у вас колется. Итак, далее я наношу топ глянцевый с таким вот мелким шиммером, который такой, как перепелиное яичко. Мне кажется, это интересно смотрится, как осколки какие-то, и будет очень круто подходить в этом дизайне. Мне нравится этот топ, он хорошо выравнивает ноготочек и при этом долго блестит. У меня ногти до сих пор эти на мне, и топ хорошо блестит. И все хорошо относилось. Распределяю так, чтобы частички были везде. И вот я уже приступила рисовать йоду. У меня вот здесь есть схема готовая. Я беру любой рисунок из интернета, расчерчиваю схему. Как строить схемы есть на моем курсе. Еще раз напоминаю, что его можно приобрести всего за 399 рублей. Там я показываю, как строить схемы. И, естественно, вы уже сможете потом рисовать других персонажей, и вам будет все понятно. Итак, я нарисовала голову. Так как тут черный цвет, здесь не простроить схему на ноготочке карандашом. Ее будет просто не видно. Поэтому я, так сказать, примерно прикинула, где что находится. И рисую поэтапно, сверяю с рисунком. И располагаю ноготочки так, как я бы это хотела. Сделала я контур головы.
Далее я перешла к его одежде. Тут все легко, такую мешковатую одежду рисуем. В виде, наверное, квадрата, можно сказать. А потом уже разберемся со остальными частями. Тут уже будет легче. Когда у вас рисунок такой вот маленький, и все части уже будут такими малюсенькими, то рекомендую сильно не мельчить, не рисовать слишком маленькие детали, потому что все равно это будет почти незаметно. Вообще, если вот оставить уже в таком положении дизайн, он уже считается готовым, тоже будет интересно смотреться, такой контур. Мне кажется, это очень круто. Ну и я взяла зеленый и вот тут уже отрисовываю, заполняю голову цветом. Самое главное, чтобы не было никаких, чтобы не проходило черный оттенок через цвет. Нужно хорошо все перекрыть и не оставить пузырей на цвете, чтобы все смотрелось аккуратно. Далее я рисую ему ручки или лапки. И вот тут всего лишь таких 3 пальчика нужно нарисовать, это очень легко. Ставим капельку и отводим 3 пальчика. Далее ножка, все тут тоже очень легко, тоже 3 пальчика, и это очень легко рисуется. И соединяем их в одной точке. Делаем немножко такие длинненькие ножки. Далее я рисую ему улыбочку, чтобы прикинуть, где там будут уже идти глаза. Все делаю тоненько. Для того, чтобы мои линии получались более тонкими, я смешала черную гель-краску и какой-нибудь цвет. Это может быть либо черный гель-лак, либо это может быть зеленый. Я смешала черный и зеленый, и получился такой цвет, которым я могу рисовать персонажа, и я сильно не натемню, не нажирню, и получится такой, более похожий цвет, то есть более подходящий этому персонажу. Здесь не нужно сильно темные делать полосы, поэтому я и смешала с зеленым, чтобы выглядело все гармонично. Тут я экспериментирую с глазами, подтираю, исправляю. Очень сложно мне было их нарисовать одинаковыми, но я справилась. Вот мы просто рисуем вот эти черные капельки, так скажем, и в общем-то это все легко. Потом я обвожу контур, именно где там по рисунку мне нужно их сделать. Вот тут вот сверху у него такие вот морщинки. Далее обвожу пальчики, ушки обвела, заполнила их желтым цветом. Там можно будет уже и тени проставить. А на глазах тут будет все легко. Нужно будет внутри только сделать уголочки белым цветом и сделать их только по бокам. Внутри, около носа, белым не нужно прорисовывать. И тогда получатся такие большие, огромные, интересные глаза. Вот. И далее нужно будет еще сделать отблеск в глазах. И тоже будет красиво. Единственное, что я могу сказать по своему опыту, делая этот рисунок в первый раз, я рекомендую взять все-таки не гель-лак, а гель-краску, для того, чтобы сделать вот эти белые пятнышки в глазах. Потому что, как вы видите, что белый немножко просвечивает, там просвечивает черный, и выглядит не так красиво, как могло бы белой гель-краской. Поэтому лучше рисуйте каким-то плотным оттенком. Хоть белый гель-лак у меня был плотный, но все равно, видимо, не хватило этой плотности. Поэтому рекомендую вам сделать белой гель-краской. Далее я проставляю тени, там, где должны быть тени. Смешала я просто зеленый с топом. И вот делаю тени. В ушках я сделала тень, смешала желтый, черный и топ. Далее проставляю акценты, которые по сути можно было не проставлять. Я делаю на лапке такие вот прожилки, то есть у него стопа неоднородная, так скажем, и я сделала эти прожилки. Но могу вам сказать, что можно было этого и не делать, их толком не видно. Можно было не стараться. Далее добавляю блик в глазах. Это все очень просто. Я взяла белый, смешала с топом
И получился интересный оттенок, такой вот полупрозрачный белый. Выглядит очень космически. Далее этим же белым смешанным с топом я проставляю акценты на тельце. Ну и я взялась за одежду, смешала темно-коричневый еще с черным и с топом. И проставляю тени, выделяю рукава, где должны проходить такие большие рукава, и внизу прохожусь тенью. Но это не все по теням будет, я еще добавлю более темных акцентов, тоже смешано с топом, просто добавлено больше черного либо коричневого, темно-коричневого, и уже получается интереснее. Далее я еще обвожу это все каким-нибудь темно-коричневым цветом. Здесь я почти не использовала черные обводки. Можно было, конечно, использовать, но здесь лучше ее не делать, потому что черный фон, наверное, лучше смотрится и без черной обводки. Далее я беру белый и выделяю акцент. Белый я смешала с светлым бежевым цветом и представляю блики, можно так сказать, на одежде. Далее, когда мы это все просушили, я добавляю белой гель-краской блики на глазах. Ну, также решила добавить немножко полосочек на одежду, но очень тоненько, чтобы было ненавязчиво. Также на голове сделала такой блик. Я все это сушу. И далее я еще взяла черную гель-краску, решила пройтись все-таки по некоторым деталям, которые сильно темные. Но я вам так скажу, можно было и не проходиться, оставить все так. Да, я так и решила оставить все именно так. Ну, я добавила черную гель-краску, просто в темно-коричневый, перемешала это все, чтобы просто полоса не была такой черной. И прошлась уже просто темным коричневым по контуру, потому что черная гель-краска, реально сюда лучше ее не делать, потому что она слишком темнит и некрасиво выглядит. Далее я беру топ и покрываю сверху глянцевым топом. Топ у меня без липкости, это Clio. Все, я все покрыла, выровняла и сушу полное время. Далее после этого я возьму матовый топ, лучше сатиновый, и пройдусь именно по рисунку, то есть весь рисунок йода я закрашиваю. И этот топ тоже без липкого слоя от Имень. И тем самым мини-йода будет у нас матовый, а фон будет глянцевый. Это будет очень интересно смотреться. Когда я просушу матовый топ, я еще добавлю глазки, сделаю их глянцевыми и добавлю глянцево на глазки. Рядышком я сделала звезды. Это очень легко и просто, я думаю, вы поняли, как это делается. И вот такое название. А на этом все. Если вам понравился этот дизайн и это видео, обязательно поставьте пальчики вверх. Также подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А на этом все. Всем пока-пока.